Всем привет! Китайцы покупают Renault, чтобы в разы увеличить экспорт своих автомобилей. Это очень важная сделка для автомобильного мира. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Группа Renault продаст более трети акций своего корейского подразделения Renault Korea Motors китайской компании Geely. Китайскому концерну перейдет 34% акций Renault Korea Motors за $207 миллионов. Главная цель этих инвестиций для Geely – открыть рынок США. Договор о свободной торговле, действующий между Штатами и Южной Кореей, позволит китайцам избежать высоких налогов и фактически беспрепятственно поставлять в Америку свои автомобили. Geely теперь будет владеть не только компаниями Volvo и Daimler, но и долей бизнеса французского Renault. Также автопроизводители из Поднебесной стараются максимально занять нишу, освободившуюся после ухода из России европейских и американских компаний. Некоторые китайские марки уже пополнили свои линейки моделями, ориентированные на российских клиентов. Это еще раз доказывает, что Россия становится приоритетным рынком для Китая. Вот бы появились еще доступные автомобили для обычных людей. Кстати, не только АвтоВАЗу приходится приостанавливать свое производство. Toyota остановит сразу 8 заводов в Японии. Остановка конвейеров вызвана перебоями поставок запчастей, комплектующих из Китая. В Поднебесной был введен ряд ограничений из-за пандемии коронавируса, что отразилось на местных производствах. Теперь план производства Toyota на май должен составить около 700 тысяч автомобилей, вместо ожидаемых 750 тысяч единиц. Вот эти цифры производства до нашему АвтоВАЗу, который после майских праздников опять стоит. Несмотря на все предпринятые меры, производитель продолжает переживать жесткий дефицит компонентов для сборки машин. Ну и обещанная мною шутка юмора. Ух ты, курс доллара уже не 140 рублей, а 65. Давайте снизим цены на автомобили в 2 раза. Не сказал эту фразу ни один из автопроизводителей. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Как вы относитесь к китайским автомобилям? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, что беспокойство не освобождает от сложностей, оно лишь отнимает силы.